Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 15-м эпизоде моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю вечной пары, которая стала разлученной в результате проклятия, из-за которого муж стал Асуром, а жена– уничтожителем Асуров. Вследствие того, что в надежде найти свою вечную жену муж Асур завербовался в межзвездный десант Асуров, покинул ассурические миры и начал свою службу в десанте Асуров в других мирах, перед ним открылся большой мир женщин, жительниц планет тех других миров. В этом 15-м эпизоде я расскажу о различных сценариях, по которым обычно там шла его семейная жизнь. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура» я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. Проклятие, разлучившее нас, мы получили неисчислимое количество жизней назад, но оно продолжало влиять на нас и все время после этого. То проклятие наложил на нас какой-то мудрец, которого из-за нас с моим вечным мужем покинула жена, из-за чего он остался совсем один и доживал свою жизнь в полном одиночестве, без жены и детей. И в один момент, будучи в полном отчаянии и безутешности, он проклял меня, чтобы я была одна, без своего мужа, как стала одна без своего мужа, покинувшая его жена. И также он проклял моего вечного мужа, чтобы у него не было своих детей, чтобы он свою жизнь доживал совсем один. И из-за этого проклятия мой вечный муж не мог иметь счастливую семейную жизнь ни с одной женщиной, так как его семейная жизнь не могла длиться долго, ведь по проклятию ему надо было доживать свой век одному, в полном одиночестве, то бишь без жены. И это реализовывалось в его жизни разными путями, вне зависимости от того, какая женщина была с ним. А женщин он выбирал как породистых лошадей, и с ним были только самые лучшие, самые отборные образчики женского пола. Его привлекали самые роскошные женщины, красивые, образованные, культурные, с хорошим воспитанием, с лоском, умением держать и подавать себе. Ему нравились женщины, радующие глаз, обаятельные, женственные, умные, верные, имеющие высокое рождение, шикарную фигуру, приятные манеры. Он любил утонченных натур, изысканных, приятных, чувственных, услаждающих взор, с изящной речью, красивыми формами, считавших, что каждая женщина рождена для счастья, и уж она-то этого точно достойна. Ему нравилось, когда его жена имела амбиции и множество желаний, так как это давало ему большое поле для маневров и приложения своих способностей и вкус к жизни. Но все на свете имеет свою обратную сторону, и слишком большие желания женщины, которая становилась его женой, приводили к тому, что с моего счета благочестия, для того, чтобы исполнялось желание моего вечного мужа об исполнении желания его женщины, снималась порция благочестивых заслуг, в результате чего я падала со своего уровня, что рикошетило в сторону моего вечного мужа и разбивало его семью, из-за которой мне пришлось больно упасть. Какой бы чудесной ни была его женщина, но исполнение ее желания рикошетило по нему, причем удар бумеранга судьбы всегда шел через нее, и с ней что-то обязательно случалось, чтобы через нее он ощутил всю горечь падения, подобную которой испытывала я, когда мои благочестивые заслуги уходили от меня на исполнение ее желания. Ее заветное желание исполнялось как бы чудесным образом, а на самом деле благодаря вливанию моих благочестивых заслуг. И после этого с ней вдруг случалась невероятная, негаданная метаморфоза. В каждом конкретном случае бумеранг судьбы имел свой, в каком-то роде неповторимый узор, но всегда неприятная метаморфоза происходила именно с его женщиной, чтобы именно через нее он получил свое поражение, так как я получала болезненное падение именно из-за исполнения ее желания. Например, по одному из множества сценариев развития сюжета в ее окружении появлялся мужчина, которому у нее вдруг загоралось
всепоглощающая любовь, с которой она ничего не могла поделать. Мой муж Асур, будучи большим Асуром, под началом которого была большая организация засуров, который мог видеть мысли других и влиять на них, видел с помощью своих невероятных мистических способностей чувства и желания своей жены и пытался повлиять на нее, надавить на ее сознание, но каждый раз терпел фиаско, что больно било по его самолюбию. Почему-то именно в этом случае его невероятные способности вдруг не срабатывали, и она бросала его ради своей большой любви. Или же, по другому сценарию, жена вдруг ни с того ни с сего начинала испытывать отвращение к близости с ним. Ее вдруг начинало тошнить от его прикосновений, и ей становился противен даже его запах. Она начинала страшиться даже мысли о близости с ним и всячески старалась избегать этого действа, находя для этого разные поводы. Его это очень сильно задевало и ущемляло его мужское достоинство. И так как это уже было безвозвратно, ему ничего не оставалось, как избавиться от нее и найти другую женщину на роль своей жены. И он сам кидал ее в объятия другого мужчины. Он находил мужчину, который подходил бы, по его мнению, для того, чтобы принять эту эстафетную палочку. Затем он на мысленном уровне так сильно задавливал их сознание, их обоих, заставляя их сблизиться, что его жена как бы сама собой уходила от него к тому мужчине. Мой муж Асур при этом в глазах общества выглядел пострадавшей стороной, так как с внешней стороны все выглядело так, как будто она ему изменила и бросила ради другого. Или же вдруг, по еще одному сценарию, у его жены открывалась как бы аллергия на физическом уровне, на близость с ним. И после каждого раза у нее вдруг начинался немилосердный цистит. И выползали всякие неприятные побочные явления, какие обычно бывают при молочнице. Желание к нему у нее не пропадало, и эмоционально, и в интиме у них все было хорошо, и она испытывала к нему нежные чувства и желала его как женщина. Но после каждой близости с ним у нее вдруг начинался сильный цистит, и так сильно там болело и жгло, что она постепенно начинала сводить их половую жизнь на нет. А так как секс ему был нужен, ему приходилось от нее отделываться, снова бросив в какого-то мужчину, задавив на мысленном плане их сознание и выдавив ее к нему. Снова его жена оказывалась изменщицей, а он мужем, которому жена наставила рога и которого бросила ради какого-то прыщелыги. Или, например, по другому сценарию, у его жены внезапно открывалась сильная либидо. Она ничего не могла с этим поделать и падала в постель с любой подвернувшейся ей особью мужского пола. Она спала и с его друзьями, и с партнерами по бизнесу, и с телохранителями, и даже с садовником, конюхом, шофером, сантехником и так далее. Список бесконечен. Он никак не мог повлиять на ее поведение, даже несмотря на свои невероятные мистические способности. Она занималась этим с кем угодно и где угодно, и даже на их супружеском ложе. И он снова надавливал на сознание своей жены и незримо принуждал ее уйти от него к одному из ее любовников, хотя она вовсе не собиралась бросать его и обеспеченную и беззаботную жизнь с ним. Но его такое положение вещей не устраивало, и он снова выдавливал очередную свою жену из своей жизни. И так происходило каждый раз. Что-то обязательно случалось с его женой после исполнения ее заветного, несбыточного желания, на исполнение которого вследствие его желания направлялись мои благочестивые заслуги. Из-за того, что мы с ним вечная пара, автономная, закольцованная друг на друге система. Он должен был получить болезненный удар и крушение своей жизни, так как в результате исполнения ее желания рушилась моя жизнь из-за потери мной большой порции благочестивых заслуг. И это должно было прийти к нему через его женщину. Таков был бумеранг судьбы, каждый раз имевший новый вид, но неизменно прилетавший к нему.
Происходило что-то всегда с ней, и каждый раз это было очень болезненно для него. Это был жестокий удар по его самолюбию и мужскому достоинству. И ему приходилось самому, своими, так сказать, руками, то бишь мысленным приказом и давлением на мысленном уровне, передавать свою женщину другому, оставаясь одному. Так действовало проклятие, разлучившее нас, в результате влияния которого он не мог быть долго ни с кем, ведь к концу своей жизни он должен был оставаться в одиночестве и доживать свои годы один, без жены и детей, которых, в общем-то, у него вообще не могло быть. И что-то подобное было неизбежно, так как его семейная жизнь не могла длиться всю жизнь. На этом 15-й эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. В следующем эпизоде я опишу, а что же было, если его женой становилась женщина, не имеющая заоблачных желаний, и исполнение чьих запросов покрывалось ее собственными благочестивыми заслугами и не приводило к снятию с моего счета благочестия моих благочестивых заслуг. А на сегодня все. С вами была Светлана Винодавань. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго, до новых встреч!